Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. И сегодня я покажу вам замену сальника хвостовика редуктора на мотоцикле BMW R1100R. Поехали! К нам пришел в ремонт редуктор, снятый. Мы его сразу зафиксировали на специальном приспособлении. Зафиксировали болтами его вот здесь. Я использовал только 3 болта, чтобы удобнее было зажимать. В принципе, достаточно и 2. Главное, чтобы было жестко зафиксировано и чтобы ось никуда не проворачивалась. Далее зафиксирован корпус редуктора. После чего с этим редуктором по факту можно делать все, что угодно. Проблема у нас в следующем. Течет сальник хвостовика. И мы явно видим коррозию. Коррозии там много. Мотоцикл 95-го года, не исключено, что сальник родной. Поехали менять. Предварительно нагреваем гайку, так как она сидит на фиксаторе резьбы. После нагрева берем пневматический гайковерт, в нашем случае. Но если редуктор хорошо зафиксирован, то можно, в принципе, взять и просто вороток. Головка на 36. И откручиваем гайку. Нагретая гайка выкручивается очень легко. После чего нам понадобится вот такой вот съемник BMW. Номер вы видите на экране. Для того, чтобы выкрутить корончатую гайку вместе с сальником. Давайте я покажу это крупным планом. Вот так вот у нас выглядит это все. Мы вставляем съемник. И он у нас жестко фиксируется в гайку. Можно выкрутить также гайковертом. Красота-то какая. На сальнике видна коррозия даже с внутренней стороны. Сальник, конечно, в ужасном состоянии. Клиент привез нам не оригинальный сальник. Ну, вариантов, возможно, и нету. Мотоцикл старый. Не все сальники в коробку, на него точно возможно купить оригинальные. Насчет редуктора не уверен на 100%. Таких старичков привозят редко. Ну, в общем-то, поставим такой. Самое интересное это дальше. Вот эта вот проставочка, которую нужно как-то аккуратно вынуть. И убедиться, что на ней нет какого-то критичного износа и коррозии. В принципе, мы можем вынуть хвостовик целиком. Не вижу в этом никакой проблемы. Тогда мы сможем и качественно очистить резьбу от фиксатора. И в том числе дальше проинспектировать все, что нам необходимо. Для этого мы достаем специальный инструмент для извлечения хвостовиков из редуктора. Он сделан по принципу обратного молотка. Накручиваем этот специальный инструмент. Делаем пару ударов. С первого удара у нас высвобождается одна обойма подшипника. Идет плохо. Нужно немножко погреть феном.
Пока я могу спокойно держать рукой, значит перегрева точно нет. Вот тут уже внизу довольно горячо руке. Но все равно рука еще терпит. Попробуем. Опа! Шарики посыпались. Итак, после того, как я удалил все разбежавшиеся шарики, перед нами открывается вот такая вот картина. Резьбу необходимо будет как следует протереть, а потом отмыть нефрасом. Как раз отсутствовало 7 шариков. Я как раз, пользуясь их отсутствием, осмотрел как следует обойму. Обойма еще в хорошем состоянии. Никакого питинга или заметного износа на ней не видно. Как и на вот этом подшипнике. То есть этот редуктор еще походит. Этот подшипник очень интересный. Он с одной стороны шариковый, с другой стороны конический роликовый. Вот здесь вот у нас имеется регулировочное кольцо. Самая интересная и важная деталь — это вот этот вот... Забыл, как они его называют по каталогу. Ну, грубо говоря, это просто шлифованная втулка, по которой работает сальник. Я переживал, что на ней будет коррозия. На ней вот только на заходе есть чуть-чуть. А так она в хорошем состоянии. В принципе, у нас, по-моему, от более новых редукторов есть в наличии. И кажется, они одинаковые. Вот это вот почистим скотч-брайтом. Почистим здесь сейчас хорошенько резьбу. Все это дело помоем нефрасом. Подготовим к сборке. Перепрессуем вот этот сальник. Соответственно, его нужно будет выковырять отсюда. Далее подходящей оправкой запрессовать сюда новый. Ну, соответственно, предварительно все это отмыв. Итак, продолжаем. У нас полностью очищенная и отмытая резьба в корпусе редуктора. С завода там использован так называемый нетвердеющий герметик Хиломар, цифры не помню. В общем, такого же у нас, к сожалению, нету. И мы используем 243 лактайт в этом месте. Хвостовик у нас помыт, продут. Все с ним хорошо. Перед установкой капнем в него немножко маслица. На всякий случай. Замучился чистить от ржавчины вот эту вот корончатую гайку. Пришлось зажать ее в токарный станок и скотч-брайтом посадочное место сальника обработать. Сальник вот в таком вот печальном состоянии. Старый, даже руками трогать его не хочу. Собственно, наша задача сейчас — это установить хвостовик, а также не забыть регулировочное кольцо. Хвостовик мы будем устанавливать с помощью специального приспособления. Именно из-за хитрой конструкции подшипника по-другому у нас это сделать будет проблематично. Приспособление имеет резьбу такую же, как здесь. Мы просто накручиваем его на вал. Значит, вот у нас хвостовик, вот обойма. Сразу капнем туда немного масла, чтобы не собирать совсем на сухую. Прям совсем немного. Много там не надо. Этого будет более чем достаточно. Далее берем приспособление и накручиваем его на вал.
Все, упор. Здесь у нас обойма четко и ровно зафиксирована на своем месте. После чего мы вставляем в редуктор кольцо и с помощью ударного инструмента забиваем все это дело внутрь, не забывая предварительно нагреть картер. Вернее, корпус редуктора. В данной ситуации я нагреваю корпус до температуры близкой к 100 градусам. Пирометр, как выяснилось, штука неточная. Но есть простая проверка. Если слюна шипит, значит 100 градусов-то есть. Я думаю, мы не будем нагревать до шипения. Необходимости в этом нет. Выкручиваем приспособление. Подшипник на месте. Прямо идеально. Точно и четко зашел. Далее необходимо закрутить корончатую гайку с новым сальником. Я уж не стал снимать момент запрессовки, так как я делаю это один. Фен у нас продулся, можно его выключить. Смазываем резьбу. Далее затягиваем корончатую гайку 118 ньютон-метров. Локтайта можно сильно не жалеть, но и лишний он там тоже не нужен. Самое главное, чтобы этот стык был герметичен. Я не помню точно, есть ли в мануале такая рекомендация, но я использую смазку Molykote 111 для того, чтобы заложить ее в рабочую кромку сальника. Она на силиконовой основе, и в любом случае она продлит ему жизнь, что бы там дальше с ним не происходило. Так. Берем съемник корончатой гайки. Его тоже пришлось помыть. И им же закручиваем ее на свое законное место. Теперь берем динамометрический ключ. Ставим 118 ньютонов. Но я себя лучше перепроверю. Я сделал фоточку из мануала. Да, 118 ньютонов. И потом гайка 200 ньютонов. Вот это крепление, наверное, должно выдержать. Есть. Корончатая гайка затянута. Продолжаем разговор. Теперь наша задача
Установить втулку, по которой работает сальник. Я специально не стал ставить ее сразу. Нежненько вставляем ее на свое место. Выглядит все это мероприятие у нас таким вот образом. Теперь промазываем уже более жестким фиксатором гайку. И затягиваем ее с моментом 200 ньютонов. Очень важно качественно чистить резьбы. Я старый фиксатор из резьбы в гайке вычищал вот таким вот резьбовым резцом. Можно использовать различные щетки, все что угодно. Вообще, для успешного проведения такого ремонта достаточно по факту 3 вещей. Первое — понимание, как это все работает. Второе — специнструмент. И третье — чистота. Ну и техническая информация, естественно. Мануалы очень важны. Нужно иметь в виду, что за счет фиксатора резьбы мы уплотняем соединение между втулкой и валом. Гайка, кстати, уже несколько бывалая. Кто-то тут уже что-то не очень аккуратно делал. Теперь выставляем на динамометрическом ключе 200 ньютонов. И затягиваем гайку. Прекрасно. Расслабляем в обязательном порядке динамометрический ключ. И в целом работу можно считать завершенной. Имеющийся результат. Новый сальник на своем законном месте. Клиент поставил нам задачу, помимо замены сальника, проинспектировать состояние всех подшипников. Подшипники хвостовика мы проинспектировали, а подшипники оси мы проинспектируем чуть позже. С разбором откроем крышку. Ну, на эту тему уже и так снято куча видео. Ничего особо интересного там нет. Вот. Ну, здесь все прекрасно. Можно сейчас редуктор демонтировать, а можно и оставить пока. Кстати говоря, можно, демонтировав вот этот крепеж, попробовать пошатать корпус редуктора относительно нашего приспособления, так как на мотоцикле мы этого сделать не можем. Хочу обратить внимание, что нам привезли в данном случае только редуктор. Мотоцикл такой, как R1100 и R1150, мы бы в ремонт в любом случае не взяли, просто потому, что с этими мотоциклами они очень старые и часто бывает довольно много непредвиденных проблем. К сожалению, проще бывает отказываться от их ремонта. Вот. Но отремонтировать редуктор мы можем, в общем-то, от него без проблем. И вообще, интересные технические решения разбирать и изготавливать различные специнструменты, работать им, это все я очень люблю. Так что, если что-то нужно, обращайтесь, поможем, подскажем. Также мы, кстати, перебираем рулевые демпферы от BMW. На этом все. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Всем пока!